Итак, в прошлом выпуске мы с вами начали наконец-то разговор о еще одной столь любимой приставке целого поколения 90-х. Это Sega Mega Drive или Sega Mega Drive 2 или Pro 16 бит или Фенга, называйте как угодно. И в прошлом выпуске я рассказывал вам о том, как же я впервые познакомился с этой приставкой, какие первые игры на ней видел и почему, собственно, она так усердно обходила меня стороной в 90-е годы. Но сегодня я вам расскажу, когда таки в моей жизни началось самое настоящее перерождение этой приставки, когда она наконец-то стала для меня доступна, когда я ею, можно сказать, завладел и наконец поиграл на ней во все самые лучшие игры, которые существуют на этой замечательной 16-битной консоли. Это все началось, можно сказать, на стыке тысячелетий. Это был самый-самый конец 90-х годов, начало 2000-х. Я уже говорил вам, что приезжая каждые выходные в деревню, я играл у Иры в Сегу. Это было через раз, или может быть даже там раз в месяц, как получалось. Вот, так продолжалось до самого конца 90-х. А в самом конце 90-х, начиная с 98-го года, начался такой период, когда у моего друга Илюхи, вы все уже знаете, когда у кого-то из его друзей наконец-таки появилась Sega Mega Drive, это была Sega Mega Drive 2, и по возможности он начал брать у этого товарища эту приставку и приносить ее к себе домой, и даже приносить ко мне домой. Собственно говоря, это была вот такая вот самая известная распространенная модель Sega в нашей стране. Это Sega Mega Drive 2, ее стандартный клон с синей кнопочкой, с розовыми створками, с белым тумблером. Не нажимается, ну ладно. Собственно, именно вот такую вот приставку Илюха приносил тогда мне. Полный комплект, 2 джойстика, блок питания, шнур, который вот этот вот, вы знаете, не AV-шнур, а вот этот вот модулятор вот с этого входа на RF. То есть все настраивалось, естественно, через антенну. Вот. И вот именно в тот период, когда он приносил ко мне эту приставку, он брал, значит, следующие картриджи у своего товарища. И, собственно, самые крутые игры, которые я видел на тот момент, я в них сразу влюбился капитально, это, разумеется, Rock'n'Roll Racing. Это, разумеется, Робокоп против Терминатора. Еще, конечно же, это величайший битэмап на одного. Это Comix Zone, который мы, кстати, уже прошли. Вот. И еще это была самая, на мой взгляд, великолепная гонка, ну, наравне с Rock'n'Roll Racing, наверное, это Road Rush 3. Первого и второго Road Rush я не видел до тех пор, пока не поиграл в Сегу на эмуляторе, когда у меня не появился компьютер и интернет. Вот. А вот Road Rush 3 меня сразу поразил капитально. Но помимо Road Rush и всех вот этих перечисленных игр были еще и другие игры. Это были FIFA 96. Или он обожал футбол с самых ранних лет и пытался все время меня пристрастить к этому виду спорта. И на какое-то время ему даже это удалось, но правда ненадолго. Вот. И мы играли, значит, и FIFA 96. Еще он приносил True Lies, правдивая ложь, по фильму со Шварценеггером. На тот момент фильма я не видел, а в True Lies мы не могли пройти дальше первого уровня. Помимо этого еще он мне показывал Sonic Spinball. Это, кстати, был один из первых его собственных картриджей, об этом я сейчас еще чуть позже расскажу. Кстати, самый первый Sonic, который я увидел на Sega Mega Drive, это был не Sonic, это был даже не Sonic 2 вот этот вот, и не третий Sonic, это был Sonic Spinball, который многие фанаты Соника так недолюбливают, а вот мне он, например, показался очень крутым, потому что я не играл в первые части Соника и начал знакомиться с этим синим ежиком уже начиная с игры Sonic Spinball. Помимо этого, он еще показал мне тогда первого червяка Джима. Я вообще охренел, что это за чудо такое интересное. Самое что интересное, я не видел мультсериал про червяка Джима в 90-е годы, хотя его крутили и по ОРТ, его крутили, потом повторяли и по СТС в конце 90-х годов, но я его не застал почему-то. И вообще, может быть, я краем глаза и видел, но не обращал внимания, сейчас я уже не могу вспомнить. Вот, но когда вот он мне показал самый первый червяк Джим, я прям удивился, что это вообще такой Crazy World, самый настоящий, и мне показалась игра очень сложной тогда. Вот, еще он мне показал первых Battletoads'ов, которые были на Мегадрайве. Это вот та самая версия, которую мы столько раз проходили с Кулхардом, только вот на Мегадрайве. Но на Мегадрайве она мне показалась
вообще, в те времена она мне показалась круче, наверное, чем версия на Денди. Но со временем все переменилось наоборот. И версия на Денди для меня вообще самая неповторимая из всех. Вот. Но еще у него там были вроде бы как Tailspin, Tiny Toon, еще, кажется, Toy Story когда-то он мне показывал. Это, правда, уже было из его собственных картриджей. Ну так вот, собственно, когда он приносил ко мне приставку, мы в основном... ну как же я мог забыть-то? Конечно же, был еще вот этот вот картридж. Боже ты мой, это же Mortal Kombat Ultimate. Собственно, с того момента, когда он в первый раз принес мне вот эту вот версию приставки Mega Drive 2, и мы включили чуть ли не самое первое Mortal Kombat Ultimate, это было просто вообще все. Это вот такого, действительно, такого жанра игр, такого качества файтингов я вообще в те времена не видел, не то что на Денди, я не видел вообще. Вот Mortal Kombat Ultimate, он поразил капитально. Вот, ну, естественно, это вообще, на самом деле, фантастическая игра по всем показателям. Это была первая версия Mortal Kombat, которую я увидел на Sega. Чуть позже мы уже с ним поиграли в Mortal Kombat 3, а Mortal Kombat 2 и Mortal Kombat 1 я увидел уже на эмуляторе. Вот видите, я со всего начинал знакомство с этими сериями, начиная с последних. Я не знаю, хорошо это или плохо отразилось потом на моем восприятии Mortal, но по сей день эта игра для меня потрясающая, хотя я в нее полнейший ламер, да. Вот, ну вообще, вот тогда и пошла вообще вот вся вот эта вот волна популярности Mortal Kombat, и среди моих друзей, и мне тоже очень нравилось. Тогда вышел фильм, вышел второй фильм, я помню, вообще была целая волна, потом продавали вот эти, знаете, тетрадки школьные, общие тетрадки, просто тетрадки с изображением артов. К третьему Mortal Kombat там был Сайрекс, там был Рейден, Рейден из второго, да. Сайрекс, Рейден, Мотаро там был, Страйкер, Кунг-Лао, мы их переводили постоянно на бумагу, раскрашивали, рисовали, это было нашим любимым занятием. Вот, но что касается именно конкретной вот игры Mortal Kombat, когда мы в нее попробовали поиграть, разумеется, в первом матче Илья меня разорвал капитально. Я просто, вот, знаете, я люблю Mortal Kombat, но вот даже в те времена я просто держал вот этот вот джойстик в руках, учитывая, что здесь каждая кнопка имеет конкретный удар или конкретное движение, а тем более там есть еще куча скрытых движений, которые Илья, разумеется, знал, а я их не знал. Конечно, он меня разорвал как тузик грелку. И пытаясь что-то сделать, не знаю, ни комбинации, ничего, с моей не такой уж и быстрой в те времена скоростью нажатия кнопок, комбинации было вообще крутить невероятно. Поэтому, естественно, он меня выиграл матч за матчем. Мне как-то со временем быстренько надоело играть вот в таком темпе, когда я не могу выиграть ни одного раунда. И я уже больше как-то его просил, если мы уже включали Mortal Kombat, я говорю, ладно, ну давай уже лучше ты поиграй там с компом, я хоть посмотрю, что там, как. Просто, понимаете, сама вселенная, вот, атмосфера Mortal Kombat, она мне очень нравится. Она мне нравится практически та же, наверное, как сейчас вселенная Silent Hill. Но в те времена Silent Hill не было, был Mortal Kombat. И были и мультики Mortal Kombat. Вот у Влада тоже появлялись видеокассеты с мультсериалом Mortal Kombat. И, наверное, вы тоже помните. Мы тоже, это была чуть ли не одна или две кассеты с несколькими сериями. Мы не знали, сколько всего серий. Мы не знали, в чем там, собственно, смысл. Но просто видеть на экране в мультсериале всех этих вот знакомых по игре персонажей, это было очень круто. И мы его просто пересматривали, просто ради того, чтобы посмотреть. Вот, потом со временем появился Mortal Kombat 3, кстати, вот он у меня тоже есть, но он очень странной формы картридж, но явно дело, что это пиратка, такая вот, я бы даже сказал, это типа сеговского ТВ-гейма, как вот на Денди ТВ-гейм, так вот на Сеге вот этот картридж. Mortal Kombat 3, это было, когда мы в него поиграли, я-то его увидел после Ультимейта, и Mortal Kombat 3 мне показался как будто недоделанной версией третьего, но это естественно, недоделанной версией Ультимейта, но это естественно, потому что, собственно, у Ультимейта есть расширенная версия Mortal Kombat 3, здесь больше персонажей, однако почему-то нет Шивы, но все равно мы играли в основном и в Ультимейт, а Mortal Kombat 3 появился позже. Так вот, из всех вот этих вот представленных игр мы играли чаще всего в гонки друг с другом. Это были Rock'n'Roll Racing. Кстати, где они тут? Вот они.
Это были Rock'n'Roll Racing и Road Rush. Road Rush мы в основном играли по очереди, потому что при игре на двоих там был очень маленький экранчик у каждого игрока, а мы играли, когда, по крайней мере, Илья приносил Сегу ко мне домой, мы играли вот на том самом маленьком телевизоре, о котором я уже рассказывал, маленький серенький телевизор электроника. На нем, играя на одного, разглядеть тоже уже не так-то просто, даже сидя вплотную, а играя на двоих, тем более разбив этот экран не то чтобы пополам, а можно сказать на 4 четверти, 2 из которых это экран одного игрока и экран другого игрока. И играя вдвоем друг с другом, вот пытаясь что-то рассмотреть, тем более при такой низкой частоте кадров при игре на двоих, было просто как-то совершенно невозможно, тем более тогда, еще на черно-белом, еще на том телеке, вы понимаете. И поэтому, что касается Road Rush, мы в основном играли в него вдвоем. И я продолжал ко мне приносить приставку по мере возможности, бывало раз в месяц, бывало 2 раза в месяц. Я не знаю, у кого он брал ее, я не знаю, насколько он ее брал, но всякий раз он приносил ее с собой, мы в нее играли, и он ее носил. Он не позволял мне, даже я у него просил, говорю, а может оставишь мне на вечерок, такие классные игры, я бы сам поиграл. Он, не, Пашка, не могу, ты что, меня убьют, нахрен. Я должен отдать приставку, хотя я не уверен, что он ее отдавал в тот же день, видимо, ему так было сказано, чтобы он никому не давал. Да, это понятно. Но это продолжалось год. Так вот мы время от времени играли и в FIFA, и в Rock'n'Roll Racing, а потом однажды все-таки, когда он принес мне еще раз эту приставку, это был уже, не знаю, это был уже 2000, наверное, год, или примерно 2000, может быть, конец 99-го года, я уже был да, это был 2000, действительно. Я уже был в нетерпении, я говорю, Илья, пожалуйста, я тебя умоляю, Христом Богом прошу, оставь мне эту дивную приставочку, мне так кайф поиграть, хотя бы в Road Rush, сколько мы тут успеваем поиграть, пожалуйста, я просто у него в ногах валялся, и он сжарился таки. Он мне говорит, ты запарил. Ладно, я тебя завтра утром приду, заберу, смотри, чтобы ни в коем случае, ничего, нигде, чтобы ни царапинка, ни пылинка, нигде, никуда. Я говорю, ладно, все, я клянусь, все будет сохраниться, все будет круто. И он оставил мне приставку с парой картриджей, я не помню, какие были картриджи помимо Road Rush, потому что Road Rush приковал мое внимание на весь вечер. Я засел на кухне, здесь стоял этот самый маленький телевизор. Я включил Сегу, на часах было примерно 10 часов вечера. И я врубил Road Rush, и знаете, это блаженство, когда желанное стало явью, и тебе никто не мешает, у тебя нет никакого временного лимита, тебя не подгоняют выключать, и ты можешь в свое удовольствие загаситься в любимую игру, которая тебе так понравилась. На такой замечательной приставке это был вечер просто неповторимый. Это было восхитительно в высшей степени, я бы даже сказал. Я помню, что я просидел тогда примерно часа 2,5 или даже 3. Я прошел по-моему, до 3-го уровня я дошел, 2-й, кажется, я прошел. А на 3-м уровне я уже, видимо, уже был не готов к тем скоростям, которые там были. Так или иначе, я был страшно доволен. Это просто восполнило все мои желания относительно Сеги в один вечер капитально. В общем, наигравшись тогда в Road Rush, я дал ему приставку, отдал все эти картриджи. И время тоже продолжало идти. И примерно уже где-то в середине 2000-го, летом, или может 2001-го, нет, 2000-го примерно, скорее всего 2000-го, Илюха наконец-то приобрел себе Sega Mega Drive 2 насовсем. Это было не у того товарища, у которого он ее брал, он купил ее у своего брата, который жил на Украине. Он ездил летом на Украину к родственникам и, видимо, и оттуда привез с собой насовсем Sega Mega Drive 2. Картриджи у него были в большинстве своем те же самые. Тогда, наверное, появились и Tailspin появились, Golden X3 у него появился. Хотя Golden X3 у него не видел. Я только знал, что у него есть такая игра, но он мне ее не показывал. Так бывает, да. Ghoulspot у него был, Mortal Kombat 3 у него появился. Кстати, да. Когда у него появилась своя собственная Sega и свой собственный Mortal Kombat 3, в тот же самый период у него появилась книга с паролями. Огромная такая толстая книжка. Но я не знаю, как она называлась, если честно.
Вот в этой книге были даны абсолютно все приемы для каждого бойца в Mortal Kombat 3, были даны абсолютно все фаталити. Именно тогда он и познакомил меня с этим замечательным приемом Fatality. Но самое что интересное, когда абсолютно все тайное стало явным, когда можно было абсолютно свободно научиться делать любое комбо, любое фаталити, можно было залезть куда не залазили никогда и никто из наших, по крайней мере, друзей, мы заострили свое внимание относительно Mortal Kombat 3 на том элементе, что есть пароль, который позволяет вам играть в эту игру в Pong. Был такой пароль, который можно было набрать в самом начале боя, и бой менялся вместо обычного боя на партию в Pong со всеми этими МКшными элементами, то есть голос Шао Кана на заднем плане, когда ты отбиваешь этой палочкой шарик, он говорит outstanding. Это было вообще, мы думали вообще вот, ты добился высот, раз так круто отбил шарик, тебе сказали outstanding, все, ты крут. И сколько же партий, матчей мы провели тогда вот в этот вот Pong, наверное, раза в 3 больше, чем мы провели боев, наверное, да, в эту игру и в Mortal Kombat Ultimate тоже. Потому что это было вообще просто. Вот я к нему прихожу, мы такой, что, в Pong? Давай, короче. Вернее, как, он говорит, что, в Mortal Kombat 3? Я говорю, да, будем сейчас в теннис играть, все, давай. И вот мы набирали пароли, мы гасились столько просто. Вот это было наше любимое времяпрепровождение игры в Mortal Kombat 3. Вот. Вообще, помимо Mortal Kombat 3, в этой книге были даны пароли на огромное множество всевозможных игр, о которых я, разумеется, ничего не знал. В ней вообще было дано огромнейшее просто содержание всяческих всевозможных названий, которые мне абсолютно ничего не говорили. Но, руководствуясь им, я однажды решил просто посмотреть вообще, какие на Sega выходили игры в принципе. Были ли какие-нибудь знакомые, или были какие-нибудь вообще неудобоваримые. Вот, и в первую очередь, когда мне пришла в голову эта идея, я решил попробовать найти игры по охотникам за привидениями и первому Терминатору. И на мое удивление, я нашел обе. Но, блин, ни у кого их не было, а мне же вообще, мне страсть как хотелось в них поиграть, хотя бы просто посмотреть, что они из себя представляют. Я на Дэдди к тому времени видел только разве что второго Терминатора, первого я не видел вообще. А на Сегу так тем более я не видел ни одного, ни второго, и тем более уж третьего. Я не знал, что по второму Терминатору было целых 2 игры, хотя в той же книге я это же и вычитал. Вот. Но, в принципе, вот и поиграть в Терминатора и в Охотников мне удалось уже тогда, когда... Да вообще удалось поиграть в кучу других игр, уже, можно сказать, когда пошла вторая волна популярности, так сказать, или освоения Sega Mega Drive в моей жизни, это было уже с появлением ПК, с появлением компьютера. Это было в 2003 году, когда наконец-то появился компьютер, появился интернет, и когда я узнал, что можно играть на эмуляторах, когда я узнал, что такое в принципе этот самый эмулятор, и что можно поиграть на нем в любую игру, которая выходила на любую платформу, которая тебе была известна, это, блин, это просто взорвало мозги, понимаете, к чертовой матери. Просто ты забыл нахрен про все, ты ломанулся скачивать, смотреть. Вот тогда я, собственно, скачал и посмотрел и «Охотника за привидениями». Тогда я скачал, посмотрел «Терминатора». Вот «Терминатор» на Сеге мне первый понравился, просто очень понравился. Я его с удовольствием проходил, я его прошел, разумеется, с сейвами. Вообще, когда пошла вот эта вот волна игры в Сегу на ПК, практически все игры я играл с сейвами, потому что одна, в принципе, даже возможность сейва в игре, что можно сохраниться в любой момент и переиграть с любого момента, это было такое, о чем на вот такой вот обычной приставке даже и мечтать было нельзя, понимаете? И, разумеется, этим пользовался практически везде и практически постоянно. И, в принципе, благодаря этому я прошел тогда такие игры, как «Один дома», Home Alone, первая часть. Я прошел Lion King, Король Лев. Я очень долго долбался, проходил Scooby-Doo квест, который есть на Сегу. Великолепнейший квест. На мой взгляд, вообще, по сути, единственный нормальный квест, который есть на Сеге. Я думаю, вы тоже со мной согласитесь.
Я помню, что я очень долго проходил первый квест, он мне очень понравился, вот это вот, что ты там в этом вот доме, ты бродишь по дверям, ищешь там всякие, разглядываешь каждый из закоулочек. Я вообще всматривался капитально во все, но все равно пройти его мне удалось только, года через 2, как я начал пробовать играть. Просто я начал в него играть, я прошел до какого-то момента, я там застопорился. Потом там, включая эту игру месяца через 1,5, я вдруг побегал, нашел решение, прошел немного, опять застопорился. И вот так вот продолжалось месяцы, и прошло, наверное, пару лет. И я наконец-то прошел, кстати, по-моему, самый первый квест я прошел вообще без единой подсказки со стороны. Я не помню, какой именно самый большой секрет не давал мне покоя, не давал мне пройти дальше. Я не помню, какой именно. Но, насколько я помню, первый квест я прошел самостоятельно. А вот второй, про карнавал или про ярмарку, я прошел уже, можно сказать, целиком, руководствуясь прохождением. Просто как-то второй квест после первого мне понравился намного меньше, а мне просто хотелось посмотреть, чем он заканчивается, в чем там суть. И я просто нашел в интернете полное его прохождение, я прошел его прохождение и все посмотрел. Вот, но из той самой волны, можно сказать, вот с середины 2000-х годов, когда я ознакомился со многими играми на Sega на эмуляторе, была одна игра, которая меня поразила более всех остальных. Поразила мало того, что визуально, но поразила еще вообще всем своим атмосферным наполнением, сочетанием, повторением. Она была сделана по великолепному мультфильму, как она его повторила. Вы думаете, что я скажу «Король Лев», наверное, да? Но нет, это не «Король Лев». «Король Лев» мне тоже понравился, но не так. А вот была игра, которая называется... Кстати, она на висит где-нибудь? Вот она. Игра, которая меня покорила просто капитально, стала моей чуть ли не самой любимой игрой на Sega, это Toy Story. Игра, выпущенная по мотивам мультфильма «История игрушек», который я, кстати, впервые посмотрел именно в тот самый период, когда я так заинтересовался Sega на эмуляторе. Я тогда посмотрел мультик и посмотрел вторую часть, и поиграв в игру на Sega, она меня удивила визуально просто до глубины души. Я вообще не думал, что, даже поиграя, знаете, в Mortal Kombat Ultimate, который сам по себе графически выполнен просто фантастически, что на Sega может быть графика, подобная Toy Story. Это совершенно новое видение графики, новое видение движения персонажей, пикселизация просто отменная, и это было поразительно. И я с таким удовольствием, но, да, конечно, эта игра также была и охренеть какой сложной. Разумеется, были сейвы, и именно это, наверное, поспособствовало тому, что я начал ее мало-помалу проходить. Вот, и я засел в эту игру, первый уровень, второй, третий. Она меня радовала с каждым уровнем тем, что в каждом уровне был какой-то новый элемент. Она была до такой степени разнообразной, что, в принципе, я на Sega такого и не встречал, такого огромного разнообразия. Разумеется, может быть, есть подобные примеры, но просто мне не попадались. Вот то, что в этой игре представляет себя платформер, 2D платформер, да, хотя тут есть повсюду абсолютно элементы 3D. Здесь есть гонки на машинах, здесь есть вид от первого лица, что вообще просто убило наповал. Хотя я был уже тогда, конечно, знаком там из Sony PlayStation, на ПК все было от первого лица, это было уже не так удивительно, но сам факт, что на Sega есть подобный жанр, такая способность вообще обрабатывать так графику, я увидел тогда впервые. Я не знал там про такие игры, как Zero Tolerance или еще какие там есть 3D платформеры. Ну тот же Doom, да, который был на Super Nintendo, это что я тоже уже потом узнал. Вот. И просто она меня поразила сразу. И я проходил уровень за уровнем, я дошел до самого конца. Я не знаю, сколько сейвов и пересохранений, перезагрузок у меня ушло на прохождение всей игры. Но я ее задрочил капитально, я могу вам сказать. Как раз тогда, когда я ее таким образом осваивал, я устроился на портал amulen.net записывать прохождение игр. Я там организовал даже целый раздел. И вот тогда на радостях я записал полное прохождение игры Toy Story на Sega Mega Drive на эмуляторе. Каждый уровень я отточил, насколько мог это сделать. Я был очень горд тем, что я могу ее пройти. Теперь уже даже мог пройти без сохранения ее. Хотя все вокруг говорили, что, это сложная игра, она вообще очень трудная пройти, все такое.
тот, кто задрочит, тот пройдет без труда, правда же? Battletoads яркий тому пример. Так вот, и, значит, на дворе был уже 2006 год. И вот, собственно, в 2006 году я уже наконец-таки собрался, вы знаете. Да, у меня была Dendy уже, у меня была своя Sony PlayStation, у меня был ПК, и я все-таки решил, что, блин, ну не может быть такое, чтобы в моей жизни не было Sega Mega Drive. У меня дома, на моей кухне. И вот она, именно вот эту вот Сегу я приобрел в 2006 году на портале gbx.ru. Мне ее прислали, по-моему, из Владивостока. Она проделала огромный путь с одного края страны на другой. И вот, собственно, это самая первая модель Mega Drive, это моя собственная модель, в смысле, моя приставка. Вот, и она стала для меня неотъемлемой частью моего олдскула, моего геймерства, так скажем, геймерского опыта. Я скопил на нее огромное количество картриджей уже после 2006 года. Я прошел на ней уже многие игры любимые, и Червяки Джимы, правда, не первый, ладно, я второй только проходил, первый еще нет. Той истории я прошел Тини Тун, я прошел Home Alone, я прошел Король Лев. Собственно, что я могу вам сказать? Sega Mega Drive, она для меня стала бумом. Ее бум состоялся для меня уже после PlayStation-овского. Хоть это, конечно, неправильно для многих, но для меня это так. Она стала для меня открытием вот уже в 2000-х, когда появился интернет, и я узнал о многом, о чем я не знал. И поэтому сейчас, конечно, Dendy для меня приставка номер один, это факт, вы все об этом прекрасно знаете. Но представить свою жизнь без Sega, даже представить ее без Super Nintendo, представить ее без PlayStation, вообще без любой игровой консоли, которая у меня была, уже я не могу. И я люблю ее, наверное, не меньше, чем любую другую. Одно дело, что я, может, в нее не так часто играю, но люблю и уважаю, по крайней мере, игры на ней. И, господи, здесь же есть такие игры. Road Rush 3, как его можно не любить? Rock'n'Roll Racing, Comic Zone, Робокоп Терминатор, Червяк Джим 2, Соники, Король Лев. Как можно все это не любить? Это самый настоящий олдскул, правда же? Поэтому я вам очень рекомендую, играйте, помимо Dendy, конечно, играйте в Сегу, потому что Sega это великолепная приставка. Конечно, она не ассоциируется у меня с Sega Dreamcast, Sega Saturn, со всеми другими Сегами, которые были и в 90-е, и были в 2000-е. Конечно, они были популярны, но для меня всегда Sega, слово Sega, будет ассоциироваться именно с этой, ну, на крайний случай, этой приставкой. Ну, на крайний случай, еще той зеленой инферной, разумеется. Вот такими были мои воспоминания о Sega Mega Drive. Это была двухчастевая такая версия обзора Memories, где я вам рассказал все, что я помню про Сегу. Поэтому спасибо вам огромное за просмотр, спасибо огромное, что вы смотрите Киноманию. Играйте в Сегу, друзья мои. Sega это великолепная консоль, Sega Mega Drive, Sega Genesis. Ну, в общем, я сейчас начну повторяться, да. Поэтому всем огромный привет, играйте, увлекайтесь олдскулом, не забывайте ни в коем случае, и все будет здорово. Мы с вами скоро увидимся. До скорого, с вами был Киноман, пока.